Как правильно развести тернецию цветную? Именно об этом будет сегодня разговор в нашем ролике. Покажу вам, как это делаю я и какой результат получается. Вот у нас есть производители отобранные. Значит, здесь находятся самцы. По-моему, все самцы, да. Значит, они у нас недельку кушали живой корм. Ну, конечно, и сухой я им давал. И думаю, они готовы к разведению. Но я хочу сегодня взять на производ красных самцов, потому что у меня красных тернеций мало. И хотелось бы их сегодня попробовать отнерестить. Самочки у меня красные есть, но их очень мало, и они такие непонятные. Возможно, даже уже не репродуктивные. Но мы посмотрим на них. Возможно, с красных самцов посажу с другими самками. Например, вот с вот этими розовыми. Вот у меня две розовые самочки есть. Рекомендуют вообще красную рыбку между собой не смешивать, а нерестить с разными цветами. Например, с розовыми. Что нам, кстати, для этого нужно? Ну, соответственно, нерестовик. Сеточка на низу в нем находится. Вот я подготовил как раз 4 нерестовика. Вот здесь 3, да, и вот один еще здесь рядышком. Вчера я налил сюда воду из-под крана прямо, ну она такая с примесями. Добавил сюда по 2 литра в каждый нерестовик еще осмоса, то есть мягенькой водички. Поставил обогреватели, то есть вода примерно 25-26 градусов. Продувочку поставил. Вот, и сейчас мы сюда посадим наши пары. Я покажу, конечно, какие они у нас получились. И будем от них ждать результата. Потому что будет нерест, не будет, это все же будет какой-то результат. На него мы и посмотрим. А сейчас я вылавливаю и сажу пары. Итак, производители находятся в нерестовиках. Какие у нас получились пары? Значит, вот такая самочка розовая. И вот такой симпатичный самец. Смотрите, красавец какой. Во втором нерестовике тоже у нас самочка розовая. И красный валевый самец. Кстати, он всегда нерестился раньше. Меня не подводил. Но посмотрим, как будет в этот раз. Значит, в третий нерестовик я отсадил зеленых. Эти зеленые 2 недели назад нерестились. Был хороший результат. Ну, самочка такая уже толстенькая, она полосатая, кстати, с черными полосками. А самец чисто зеленый. Тоже будем наблюдать, посмотрим, какой будет результат. Ну и здесь, вот смотрите, какая у меня пара. Крупный самец и крупная самка. Но эти производители, ну, самка не нерестилась где-то, наверное, месяцев 7. Но она сидела с самцами, там, возможно, они у нее икру выбивали. Посмотрим, будет завтра результат или не будет. Возможно, икра будет плоховатая, но это уже мы увидим завтра. Либо самец тоже такой крупный, сможет он выбить у нее икру или не сможет. Все, оставляем рыбок уже вечер, 10 часов вечера. Оставляем рыбок до утра. Завтра с восходом солнца наши рыбки должны начать метать икру. Вот завтра мы на них и посмотрим. Значит, в тех нерестовиках, где потихоньку аэрация есть, я ее оставлю. А вот у зеленых, они достаточно такие некрупные рыбки, я аэрацию, ну, у меня просто не хочу переставлять отдельно воздух сюда. Ну, будут они без воздуха, думаю, им будет нормально. Итак, 9 утра следующего дня. Наблюдаем за рыбкой. Значит, смотрите. Левая пара активность проявляет. По крайней мере, самец мечется. Значит, вот эта пара. Что-то не знаю. Возможно, либо уже нерест прошел, либо какие-то они грустные. Зеленые. Самец самочку гоняет.
Вот, и красные, что у нас старички наши. Ну, старичок, да, вот, работают они тоже. Ну, ближе к обеду посмотрим на результат. Не будем их отвлекать, пускай занимаются. Итак, на разводне уже 2 часа дня. И наблюдаем за результатами нашего нереста. Сейчас я свет подключу. Заглянем туда в нерестовики. Мне очень интересно. Так, итак, первая наша пара. Красный самец и розовая самочка. Заглядываем. Есть икра. Так, следующие наши друзья. Что у них? Ну, у них непонятно. Пару икринок там есть каких-то, но я думаю, что это не нерест, это так. Так, зеленые. О, у зеленых икра есть. Есть. Самец выбил ее. Давайте посмотрим наших старичков. Так, О, у старичков тоже икра есть. И возле дальней там стеночки такие много. Короче, друзья, что? Я их сейчас пересажу всех на свои места производителей. И оставлю эту икру пока в нерестовиках. Сеточки, правда, уберу только. И мы на них посмотрим чуть позже, ближе к вечеру. Потому что вроде бы как кажется, что икра и нормальная есть. Но к вечеру она может и побелеть. И тогда мы на нее еще раз глянем. Мы уже будем точно понимать, как у нас прошел нерест. Поэтому не переключайтесь. Кто досмотрел до этого момента, не забудьте поставить лайк, подписаться. И ждем вечер. Так, друзья, после нереста прошло 6 часов. Значит, вот эту пару я валевых еще оставил на одни сутки. Еще завтра утром посмотрим на то, что они нам сотворят. Значит, по икре. Значит, смотрите. Много очень белой икры. Есть там и прозрачная, ее меньше видно, но и много белой. У зеленых то же самое. Есть и хорошая, и плохая. И у этих наших старичков тоже есть и хорошая, и белая икра. Ну, понятно, они не нерестились давно. Через 2 недели, думаю, повторим, будет нормально. Сейчас я для видео, скажем так, постараюсь выбрать хорошую икру, потому что ее здесь меньше, чем плохой. И переместим ее в один нерестовичок. И понаблюдаем, сколько будет личинки. Значит, зеленые, которые у нас отнерестились и была икра. И красные, которые слева от вот этих наших друзей, которые сидят здесь. Я там выловил икру. Короче, ее там нормально. Ну, думаю, пару сотен точно есть. Я там особо не выбирал. Там. Но есть здесь икра. Значит, здесь у этих товарищей я не стал ничего выбирать. Там, короче, много пропавшей, и хорошая есть, и пропавшая. Все, короче, вперемешку. Я сюда четвертинку таблетки ретромицина растворил. Включил аэрацию такую бурную, чтобы аж пенка такая была. Чтобы растворилась хорошо таблеточка. И думаю, завтра мы будем наблюдать здесь уже личинку. Потом что-то будем с ней думать. Возможно, плохую икру соберем. А личинка, может, будет на стеклышках висеть. Ну, короче, как-то будем смотреть, что делать дальше. В этот нерестовичок я эритромицин не добавлял. Думаю, здесь вода чистенькая. Плохой икры нет, то есть будет все нормально. Друзья, вот прошла еще секунда. У нас наступил следующий день. Вот можно видеть, с икры у нас вышла уже личинка. Вот ее. Там, ну, там достаточно ее так большое количество. Вот. Ждем теперь, когда она поплывет. Ну, а вот эти вот наши друзья, короче, активности никакой не проявляют. Икры нет.
Возможно, не сошлись характерами они. И поэтому мы их убираем. Возможно, в следующий раз поменяем им партнеров, так скажем, и произойдет у них нерест. Ну а за этой личинкой наблюдаем, когда она начнет плавать. Сейчас я поставлю сюда аэрлифтный фильтр. И ждем малька. Еще прошло немного времени. Сейчас вечер. И 3,5 суток, как у нас был нерест. Короче, мы можем наблюдать в нерестовике то, что некоторая личинка висит еще на стеночке, а некоторая уже пытается плавать, то есть превращается в малька. Значит, этот момент нужно не пропустить. И сейчас мы этим малькам дадим немножко покушать, то есть дадим живой артемии. Малек тернеции, у него рот достаточно большой, то есть он способен сразу кушать артемию. Но артемию только ту, которая только что выклюнулась. Думаю, что завтра мальков, которые плавают, будет намного больше. Вот, пожалуйста, первое кормление. Некоторые мальки еще не превратились в личинок, еще не плавают. А вот те, которые плавают, смотрите, у них уже животики желтые. И есть у них уже там артемия, то есть они уже начали ее кушать. И это очень хорошо. Вон там и зеленые есть, и красные. Разноцветная тернеция. Так, а здесь в уголочке что у нас? Вот, пожалуйста. Ну что, вот, пожалуйста, 4,5 дня или 4,5 суток прошло от момента нереста. Малек весь плавает, в отличие от последнего видео, которое я вам показывал, что там некоторые не стали плавать, что-то у них проблемы с пузырем. Вот, смотрите, рыбки зеленые, красные, все тут. На дальней там стенке еще есть. Плавают, хорошо питаются. Короче, все у них отлично. Я даже не думал, что такой будет результат. Вот с утра им артемию насыпал, у них она там еще есть. Они опускаются на дно и потихоньку кушают. Ну, сейчас я им насыплю сюда свежей, буквально немножко, для того, чтобы поддержать ритм ихнего питания. Может, какая-то рыбка захочет свеженького рачка артемии скушать. Вон там можно наблюдать, и на дальней стенке там есть рыбка. Короче, распределена по всему нерестовику. Положил как бы ее немножко артемии. Насыпал туда. Ну, подсветил фонариком. И вся артемия пришла сюда на свет. Как на солнце. Ну, а рыбка, соответственно, покушала и отдыхает. Ну, вот видно и зеленая, и красная. Разных цветов. И вот еще последний штрих, друзья. Вот сегодня нашим рыбкам 9 дней. Как они были еще икринкой. Заметно они подросли. Свободно кушают артемию. И хорошо развиваются. Они уже примерно где-то по 7-8 миллиметров. Я думаю, через месяц будет отлично сформированная рыбка. Ну и в дальнейших видео мы, конечно, на нее посмотрим. Вот такие красавчики. Надеюсь, что моменты, о которых я рассказал в этом видео, кому-то понадобятся, пригодятся в разведении такой красивой рыбки, как тернеция галафиш.
Друзья, кто досмотрел до этого момента, не забудьте подписаться на канал, кто этого еще не сделал. Обязательно поставьте лайк. Смотрите видео, которые появились на экране, они тоже бесплатные и интересные. А в одном из дальнейших видео я этих рыбок вам покажу, как они подросли и какими они стали. И до встречи на канале Разводня как хобби в дальнейших видео. Пока!